корейский салат из жареных баклажан. Салат очень простой и очень вкусный. Еще одно блюдо в меню из баклажанов, которых мы уже приготовили, кстати, с вами несколько. Итак, нам потребуется один баклажан среднего размера на пропорции соуса, который я буду готовить. Мы нарезаем кусками шириной в 5 миллиметров. Вот обратите внимание на ширину. Мы должны будем с вами нагреть растительное масло на сковороде. 2 столовые ложки для начала будет достаточно. Как только масло нагрелось, обязательно убедитесь в том, что масло нагрелось, или же просто-напросто баклажаны его в себя впитают. И тогда вы выкладываете их на сковороду вот таким образом. Жарим баклажаны мы на среднем огне. Можно несколько раз в процессе жарки переворачивать баклажаны по необходимости. Также по необходимости можно и добавлять растительное масло, поэтому сколько точно его потребуется, заранее сказать сложно, но слишком с маслом не перебарщивайте, чтобы это не было слишком масляное. Распределяйте масло равномерно по сковороде и заливайте небольшими количествами. Жарим мы баклажаны до темно-золотисто-коричневого цвета. И тогда баклажаны готовы, и мы их снимаем на какую-нибудь, и выкладываем на какую-нибудь тарелку. Если куски слишком большие, слишком объемные, то можно их разрезать напополам. Если же вот они вот такие небольшие, круглые, то разрезать не нужно. Удобно пользоваться ножницами и щипцами. Также нам потребуется один красный или зеленый перец чили, но особенно красиво смотрится, когда вы, например, нарежете половину красного и половину зеленого, так чтобы было это не только вкусно, но и красиво. Мелко нарезаем перец чили и измельчаем. Теперь приступаем к приготовлению соуса заправки. Зеленый перец чили мы кладем в какую-нибудь миску, удобную для перемешивания, и закладываем молотый чеснок 1 столовую ложку. Затем добавляем соевый соус в объеме 3 столовых ложек. И сироп 1 столовая ложка. Я использую сироп агавы, в Корее используют кукурузный сироп. Нет кукурузного сиропа или агавы, то есть нет сиропа, положите сахар. Далее кунжутные обжаренные семена 1 столовая ложка. Можно их перемолоть вот таким вот образом в ступке для большего аромата, но можно этого и не делать. И затем добавляем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. И все это хорошо перемешиваем. Можно дать соусу настояться где-то минут 5-10. И затем заливаем соус в пожаренные баклажаны и все хорошо перемешиваем. Перед подачей к столу очень хорошо посыпать еще раз кунжутными семенами. Это блюдо можно хранить где-то 2-3 дня в контейнере в холодильнике и по необходимости подавать к столу среди других закусок. Блюдо можно есть теплым, тогда просто нужно поторопиться с соусом или приготовить его заранее, или же холодным. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!